Основной признак того, что гидроаккумулятор неисправен, есть то, что при проверке давления на вот этом соске давления нет. При накачивании оно также не поднимается, что говорит о том, что внутри нарушена мембрана, которую необходимо заменить. Для начала необходимо демонтировать гидроаккумулятор с системы отопления. Он просто откручивается против часовой стрелки. Будьте готовы, что он может потечь, потому что в нем есть вода, он полный. Поэтому будем аккуратно откручивать, подложим тряпку под низ, чтобы ничего не намочить. Чтобы не было лужи. Начнем откручивать дальше. Он тяжелый, полный и не работает. Видно, что гидроаккумулятор полный, воды. То есть мембрана не работает, вот не вытекает вода. Здесь 8 литров, и все 8 литров заполнены водой. Всем привет! В этом видео я покажу, как отремонтировать расширительный бачок индивидуальной системы отопления частного дома. У меня есть такой расширительный бачок системы отопления на 8 литров. С недавнего времени он перестал держать давление. Вот здесь есть автомобильный ниппель, который должен держать давление 1 атмосферу. Сейчас проверим, сколько здесь. В данный момент здесь 0. Я попробую накачать 1 атмосферу и посмотрим, будет ли он держать давление. Включаем насос. Снимаем. Посмотрим, есть ли давление в нем. Как видите, воздуха нет, значит, весь воздух из этой камеры попадает в систему отопления воды. Можно купить новый такой бачок расширительный, а можно попробовать заменить резиновую грушу, которая есть внутри. Для этого мы открутим по периметру вот эти болты, которые держат верхнюю крышку. Для того, чтобы открутить верхние болты, мы воспользуемся ключом головкой на 10 и откручиваем их против часовой стрелки по кругу. Болты здесь самые обыкновенные, короткие. Вот болты откручены, и можно снимать эту крышку. Крышка имеет такой внешний вид, с такой резиновой уплотнительной мембраной. И вот сама груша, которую необходимо проверить. Я ее вынимаю, слаживаем и достаем из бака. Как видите, груша лопнула. Внутри она полностью не герметична, и поэтому этот расширительный бачок уже работать не будет. Необходимо найти такую грушу для расширительного бачка. Вот я купил такую новую мембрану. Она соответствует этим размерам для баков от 8 до 10 литров. Теперь необходимо ее установить на свое место. Место испорченное. Вставляем мембрану внутрь. Слегка ее сложив, она там расплавится внутри уже. Бак внутри я уже помыл от ржавчины, чтобы там не было никаких лишних окалин и не повредили они затем эту мембрану при накачивании. И теперь можно прикрутить на свое место эту крышку. Здесь 6 болтов, которые необходимо затянуть со средним усилием. Здесь изначально был еще фиксатор резьбы, но я его использовать не буду, потому что
Затягивать буду с большим усилием. Равномерно, крест-накрест, чтобы мембрана стала на свое место. И после этого накачиваем электронасосом до давления 1,2 атмосферы. Вот накачан гидроаккумулятор. Проверим, какое давление в нем. 1,2 атмосфера. Можно устанавливать его на свое место в систему отопления. Перед монтажом гидроаккумулятора необходимо намотать на резьбу фум-ленту или паклю, в зависимости от того, что у вас есть. Я наматываю 9 оборотом фум-ленты. И можно монтировать на свое место гидроаккумулятор. Вытираем потеки воды, чтобы определиться с герметичностью. И теперь можно поднимать давление до необходимого в системе отопления. Я поднимаю давление также до 1,2 атмосфер, как в гидроаккумуляторе. Вот давление установлено, и можно проверить, как работает система. Включаем горячую воду. Котел запускается. Нагревается, а давление в системе отопления остается стабильным. Вы посмотрели видео о том, как заменить мембрану гидроаккумулятора своими руками, если она порвана. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.